Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 4 ноября. Сегодня у нас с вами суббота, первая суббота ноября. И вы знаете, сегодня достаточно процветающий, изобильный и благополучный день. Поэтому сегодня обязательно проведите практику с вашим кошельком. Обязательно положите это в кошелек и скажите энергетически сильные слова. Давайте вместе с вами привлекать в нашу и вашу жизнь изобилие, достаток и благополучие. Давайте с вами вместе разбираться, что же сегодняшний день нам несет такого интересного, увлекательного и изобильного. Итак, сегодня у нас с вами убывающая луна, 21 и 22 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами убывающая луна в знаке зодиака Рак до 10 часов 20 минут по московскому времени. Далее переходит в знак зодиака Лев. Что же этот день по себе несет? Вы знаете, этот день будет достаточно такой вот творческий, достаточно активный. Многие, вы знаете, вот у вас сегодня будет такое желание, что встать надо пораньше, провести какие-то дела, сделать уборку, сходить на рынок, возможно, встретиться, возможно, куда-то съездить, договориться. То есть энергия сегодня будет бить ключом. И это прекрасно, потому что сегодня вы сможете сделать очень много интересных для себя дел. Также сегодня будьте бесстрашны и старайтесь на те слухи, на те моменты, которые будут в вашей жизни, не обращать никакого внимания. И вы знаете, сегодня, чем бы вы ни занимались, вы сможете добиться успеха. Это будет только ваш успех, поэтому о нем не стоит никому рассказывать, не стоит никому об этом делиться. Помните о том, что ваш путь, ваша дорога – это только ваша, и другим людям не должно быть до этого никакого дела. Также обращаем ваше внимание, что сегодня энергетика вот этого дня, 4 ноября, она пробуждает людей, чтобы человек начинал заниматься тем, что желает, вот своим каким-то хобби, увлечением. Поэтому если у вас сегодня просыпается желание заниматься чем-то, вот тем делом, которое вас вдохновляет, у каждого это может быть свое, обязательно это делать, обязательно не откладывайте. Даже если у вас сегодня появится желание сходить на рынок, например, купить нитки, или купить крючок. У каждого это будет свое. Или купить какие-то ингредиенты для того, чтобы что-то приготовить достаточно интересное, вкусное. Делайте, потому что таким образом ваша интуиция вам подсказывает, что через это может прийти намного большее, интересное. Поэтому не игнорируйте. И вообще старайтесь сегодня смотреть на подсказки, которые дает Вселенная. Все эти подсказки сегодня могут идти через птиц. Сегодня эти подсказки могут идти через людей. Также эти подсказки могут идти через природу. Также сегодня очень здорово гулять по свежему воздуху. Даже если у вас уже очень холодно или у вас выпал снег, все равно хотя бы на 10-15 минут обязательно выйдите, подышите свежим воздухом. Если у вас сегодня солнце, есть солнечный день, то это вообще будет прекрасно. Что же касательно бизнеса и денег, обращаем ваше внимание, если вы связаны с деньгами, с бизнесом, знаете, это будет удачный достаточно дел и для контактов, и для тех предложений, которые могут сегодня появляться в вашей жизни. Поэтому, если у вас сегодня появляются какие-то интересные коммерческие предложения, это поможет вам в дальнейшем расширить бизнес. И это, друзья, поможет вам улучшить ваше материальное положение. Поэтому, если что-то такое интересное поступает, даже, возможно, это может быть для вас звонок, а вам встретиться, например, можно уже с вашим потенциальным партнером или новым каким-то интересным человеком уже с понедельника, то обязательно соглашайтесь и встречайте, обсуждайте. Также сегодня
Хорошо проходит день с контактами с руководством, с начальством, с топ-менеджерами, да, если даже суббота, вы знаете, в бизнесе, в политике нет такого понятия, что есть рабочие или выходные дни. Там идет всегда работа, всегда идут определенные процессы. Также обращаем ваше внимание, если вы сегодня связаны с торговлей, с предпринимательской деятельностью, то, знаете, сегодня для вас достаточно хороший день, вот такой, знаете, продуктивный день, поэтому пробуйте, и обязательно вас сегодня этот день порадует. Также, если мы сегодня с вами говорим о здоровье, то сегодня продолжаем уделять внимание кроветворной системе, обязательно уделите внимание печени, потому что печень нагрузка в этот день на печень все-таки противопоказана. Также сегодня очень хорошо проводить кровоочистительные процедуры. Это пить и траву, есть морковь, клюкву, свеклу, рябину или даже гранаты. Также, как мы уже говорили ранее, старайтесь сегодня выполнять физические упражнения и побольше будьте на воздухе. Что же касательно стрижки волос, вы знаете, стрижка волос сегодня вам привлечет красоту и благополучие, поэтому хотя бы на пару минут забежите в парикмахерскую, чтобы вам обновили волосы. Также обращаем ваше внимание, сегодня нужно стремиться быть честным и справедливым даже в мелочах. Даже если вы видите и чувствуете, что вам что-то не нравится или кто-то себя ведет некорректно по отношению к вам или к другим людям, вы должны сами для себя в первую очередь определить и решить, что это нечестно, это несправедливо и так, например, не должно быть. Кроме того, еще хотим обратить внимание, что сегодня от ваших недоброжелателей, от ваших врагов могут проявляться какие-то не очень хорошие ситуации, сплетни, скандалы. Поэтому, если есть возможность, старайтесь сегодня быть подальше от своих недоброжелателей и от своих врагов. Потому что сегодня, вот ввиду той энергетики, насколько она хорошая, вы знаете, бывает так, что люди, наоборот, у кого тяжелая вот энергетика, они злятся, они всем недовольны, они наоборот стараются людям другим ставить палки в колеса, какую-то гадость сделать. Поэтому все-таки обратите на это внимание. Также обращаем ваше внимание, что сегодня можно решить любые финансовые вопросы, они будут только решены в положительную сторону и интересно только для вас. Также сегодня один из лучших дней для смены рода деятельности и перехода на другую работу. Поэтому, если вы сегодня задумали, у вас сегодня собеседование, обязательно соглашайтесь, обязательно встречайтесь, обязательно обсуждайте те или иные рабочие моменты. Также сегодня подходящий день для обращения к начальству. Сегодня, что касательно недвижимости, то хотим всех порадовать. Сегодня достаточно такой вот прекрасный день, чтобы заниматься и покупкой, и продажей, и обменом. Также сегодняшний день прекрасно подход для проведения застолий, но все же не переедайте. Помните о том, что наше тело – это живой организм, который вне зависимости от нашего внутреннего состояния, он также живет, и его нужно поддерживать. Что же касательно выяснения отношений, то сегодня отложите выяснение взаимоотношений на другой день. Люди сегодня, ввиду того, что энергетика достаточно идет с космоса, вот этой созидательной, когда люди хотят ругаться, они хотят выдать вот эту энергетику негативную. И вот это будет происходить, знаете, такая дисбаланс, и это ни к чему хорошему просто-навсего не приведет. А что же касательно зачатия? Сегодня прекрасный день для зачатия. Допустимы умеренные физические нагрузки. Также сегодня 4 ноября, да, сегодня суббота. Обращаем ваше внимание, что сегодня можно полностью день посвятить домашним делам, поэтому обязательно и сделать и уборку, возможно, на кухне сделать генеральную уборку. Здесь уже зависит только от вас самих. Что же касательно снов, то сны здесь не имеют особого значения. Теперь давайте перейдем к Архангелу Михаилу и посмотрим, что же нам он рекомендует и советует на этот день, 4 ноября. Итак, друзья, выпала карта, которая звучит «Новые начинания и свежий старт». О чем же эта карта нам с вами говорит? Дело в том, что эта карта говорит о том, что пришло время начать
начинать, и пришло время двигаться дальше в новом направлении, с новыми силами, с новой энергией. При этом эта карта говорит о том, что в вашей жизни уже появились первые признаки того, что вы уже вам нужно наступить вот в этот новый уже путь, в новую дорогу. И если вы видите, что в вашей жизни, например, вас куда-то приглашают, или в вашей жизни появились достаточно гиперактивные люди, которые вас толкают в каком-то направлении, возможно, вам нужно проснуться и подумать о том, как же вам дальше двигаться. Почему? Потому что Архангел Михаил через тех или иных людей, которые очень вас любят, которые вас ценят, пытается подтолкнуть и направить вас в нужное и правильное русло для вас. Поэтому верьте в самое лучшее и будьте только позитивно настроены. Даже если вы думаете, что у вас новое время не наступило, знайте о том, что, возможно, это для вас просто иллюзия, и вам нужно разобраться в себе. Также обращаем ваше внимание, что вам нужно те ошибки, которые были в прошлом, постараться их забыть и простить. Да, обида может, но вы должны понимать, чем дольше вы в своем рюкзаке носите обиды, злость, ненависть, тем дольше вы не можете развиваться и видеть что-то новое. Помните о том, что все зависит от нас с вами, с каждым из нас. А также ваши мысли должны сегодня быть только в созидательном русле. Думайте о том, как быть счастливым человеком, как быть уверенным человеком. Думайте и привлекайте с помощью магических слов, аффирмаций, как жить в изобилии, в достатке и в благополучии. Это ваше право, и, знаете, это каждому дано. Да, кто скажет, да нет, смотрите, мне очень сложно жить, а вот другим. Вы должны понимать, что пока вы смотрите на других людей, вы тем самым отдаете вот эту энергию изобилия, достатка и благополучия другим людям. Поэтому забывайте об этом и верьте в то, что вы лучший, вы творец, вы архитектор своей жизни, вы строите в то, что действительно для вас важно и нужно. Поэтому отпускаем прошлое, какое оно не было бы тяжелое. Это ваши жизненные уроки. Поблагодарите своих учителей. Поблагодарите тех людей, которые были в вашей жизни, которые внесли, возможно, какие-то корректировки, внесли что-то новое. Также сегодня обязательно постарайтесь уделить внимание вашему дому и офису. Проведите хотя бы влажную уборку. Это вам уже пойдет на пользу. И молитва, которую мы рекомендуем вам провести в этот день, друзья, звучит следующим образом. Спасибо за то, что даешь мне новые возможности и поддержку, и за помощь в самореализации и исцелении моего прошлого. Наполни меня верой во время жизненных перемен. Обращаем ваше внимание, что эти слова молитвы будут в описании к этому видео. Также постарайтесь в комментариях написать слова прощения и убирания любого негатива, обиды, несчастья. Просто скажите «я прощаю», назовите имена тех людей и напишите «за что». Это очень важная практика, которая поможет вам убрать вот этот, возможно, какой-то негатив, который вам на данном этапе мешает в жизни. Забывайте о своей гордыне. Гордыня ни к чему еще к хорошему не приводила. Ну и ввиду того, что, друзья, сегодня у нас с вами процветающий день, богатый день, обязательно сегодня проведите практику с вашим кошельком. Для этого вам понадобится любая крупа, это может быть и пшеница, это может быть и рис, это может быть и гречка. Возьмите буквально одно зернышко, возьмите, держите в руке и скажите: зернышко, денежную энергию в кошелек мой привлекай, и та, что в него придет, приумножай. После этого возьмите это зернышко и бросьте в ваш кошелек. Закройте ваш кошелек, и пусть это зернышко будет. Не обращайте внимания, когда оно упадет с кошелька или исчезнет. Ваша задача не обращать на это внимания. Вы провели практику, вы привлекли и пригласили в свою жизнь изобилие, достаток и благополучие. А это самое важное. Друзья, вот такой у нас с вами день, 4 ноября, суббота.
Мы всем желаем прекрасного выходного дня. Обязательно прислушивайтесь к нашим советам, к нашим рекомендациям. Мы стараемся поделиться вот очень важной ценной информацией, чтобы в вашей жизни действительно всегда все было самое лучшее. С вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Друзья, услышимся буквально в следующем видео.